Йоу. Итак, Годзилла. Кайдзю, Сёва, Хейсей, Синсей, Рева, Тамаюки Танака, Хедора, Гайган, Эбира, Мотра, Гидора. Кто теперь это будет разбирать? У меня есть дела поважнее. Что ж, Годзилла? Кого-нибудь из вас в детстве называли Годзиллой? Хотите знать, кто в этом виноват? Вы. Кто же еще? Зачем вы бегали и громили все подряд? И, наверное, еще топали, да? До сих пор топаете. На пятках по дому ходите. Знаю я таких Годзилл. Рэй Брэдбери родился 100 лет назад. Причем здесь Рэй Брэдбери? Сейчас расскажу. Как-то сидел Рэй Брэдбери на пляже в Лос-Анджелесе и смотрел на заброшенный парк аттракционов. Американские горки показались ему похожими на скелет динозавра на фоне моря. Так родилась идея. В 1951 году Брэдбери пишет книгу «Ревун». Это история про огромного динозавра, который вылезает из моря к маяку, чей наутофон, то есть ревун, привлекает его внимание. Монстр воспринимает этот звук как клич себе подобных. Через 2 года на базе этой истории снимается фильм «Чудовище с глубины 20 тысяч саженей». Правда, монстра из этого фильма уже не интересует маяк. Он был разбужен от анабиоза ядерными испытаниями в Арктике и, как любое разбуженное существо, хочет что-то уничтожить. Выбор зверюшки пал на Манхэттен. И, кстати, образ этого монстра взят прямиком из иллюстрации к рассказу «Ревун» Рэя Брэдбери, опубликованного в газете The Saturday Evening Post. Можно сказать, Рэй Брэдбери – прадедушка Годзиллы, режиссер 20 тысяч саженей Эжен Лурье – дедушка, а вот отец Годзиллы на момент выхода фильма живет на другой стороне океана, в Японии. В 1953 году Тамаюки Танака, продюсер кинокомпании Toho, задумался о создании фильма о монстре из воды. Это что за покемон? Смесь гориллы, привет Кинг-Конгу, и кита. Но после просмотра фильма «Чудовище с глубины 20 тысяч саженей» Тамаюки решил сделать своего монстра динозавром, мутировавшим от ядерного взрыва, имеющим способность пускать ядерные лучи из пасти и желанием уничтожать Японию. Название для монстра осталось прежним – Gorilla Kid, по-японски – Годжира. То есть это было твое важное дело. Я тут распинаюсь, а ты переодеваешься в костюм Годзиллы. Исторический контекст. Япония проигрывает Вторую мировую войну, и с 1945 по 1952 год длится оккупация американцев, происходит насаждение американской культуры, а также цензура, по которой нельзя упоминать Хиросиму, Нагасаки и что-либо военное японское. Япония обязуется принять конституцию, по которой император лишается реальной власти, а японцы лишаются права выводить свою армию за пределы страны и участвовать в каких-либо войнах. В 50-х годах страх перед ядерным оружием в Америке сменяется на моду на все ядерное. Например, Fallout — это прямая аллюзия на Америку 50-х годов, где рекламируются машины на ядерном топливе, по радио играются песни о ядерном взрыве, и самым главным напитком является ядер-кола. Вскоре мода на все ядерное пришла и в Японию. Стали появляться первые ядерные монстры, среди которых и Годзилла. Композитор первой Годзиллы Акира Ифукубе говорит о том, что сценарий был пронизан антитехнологическим посылом, и можно заключить, что Годзилла являлась олицетворением американцев, которые пришли в их страну и начали менять привычный уклад жизни, разрушая все старое. Так, где там его бардак? Ну, здесь все довольно просто. Кайдзю — это огромные монстры-чудовища. Токусацу — это жанр фильма типа боевик со спецэффектами. Сёва, Хейсей, Синсей, Рева — это эпохи в фильмах про Годзиллу. Тамаюки Танака — это продюсер компании Toho, можно сказать, отец Годзиллы. Остальные — это чудовища, другие кайдзю, с которыми будет сражаться Годзилла. Давайте теперь рассмотрим всю киновселенную Годзиллу по эпохам. Всю? Всю. Всю? Всю. Всю? Всю. Но быстро. Сёва. Годзилла – король монстров. Годзилла – это динозавр, мутировавший от ядерных испытаний американцев в Тихом океане.
Он пробуждается в 1954 году от анабиоза и идет уничтожать Токио. Местные верят в то, что это древний дух Годжира, которому предки приносили в жертву девушек, чтобы он их всех не съел. Армия бессильна, рептилию удается убить только благодаря науке. Доктор Саридзава создает губительное оружие «Разрушитель кислорода» и как камикадзе доставляет его в океан к Годзилле и уничтожает чудо-зверушку вместе с собой. Картина стала успешной. После сильной редактуры и добавления американских актеров в уже готовый фильм, «Годзилла» прошла с показом и по Америке. Такой ее и увидел весь мир. Стали думать о продолжении. Годзилла снова нападает. Годзилла почему-то жив. Его обнаруживают дерущимся с другим кайдзю-динозавром Ангирусом. Годзилла разрушает Осаку, военные спускают на него лавину, Годзилла обезврежен, но, естественно, лишь до следующего фильма. Стоит упомянуть, что это первые и единственные серьезные фильмы эпохи Сёва, в которых поднимаются вопросы ядерного оружия, а Годзилла в какой-то степени олицетворяет страх японцев перед ядерным оружием, ведь даже кожа этого кайдзю обуглена ядерным взрывом, напоминая жертв Хиросимы. Кинг-Конг против Годзиллы. Первый кроссовер американского и японского монстров. Подлодка натыкается на айсберг, в котором спит Годзилла, и монстры пробуждаются. Добрый Кинг-Конг в это время спасает деревню от нападения гигантского осьминога. Глава японской фармацевтической компании думает, а кто же сильнее, Годзилла или Кинг-Конг? И он дважды стравливает зверюшек, дабы посмотреть. Побеждает Кинг-Конг, но в японской версии для японского рынка после титров понятно, что Годзилла жив. Годзилла против Мотры. Начиная с этого фильма, Годзилла делает резкий поворот в сторону детской аудитории. Мотра получила свой сольный фильм, и настало время сразиться с Годзиллой. Мотра — это гигантская бабочка из космоса, которая за мир во всем мире. Она проигрывает битву Годзилле, но из ее отложенного яйца вылупляются две гусеницы, которые заманивают Годзиллу в горы, заматывают в кокон и бросают в океан. Гидора — трехголовый монстр. Гидора — это трехголовый дракон из дальнего космоса, пуляющий молниями из пастей, а также желающий уничтожить все живое. Это же Змей Горыныч! Сперли! Демоны! Ну, как сперли? Вдохновились? За основу был взят восьмиглавый дракон Оротти из японской мифологии, а также древнегреческая гидра, отсюда название Гидора, и, да, славянский Змей Горыныч, точнее, советский Змей Горыныч из фильма «Илья Муромец» 1954 года. Нам не честь, хвала назад пятится! Эй, окаянного! Да, у нас был свой кайдзю, и, в 1954 году он выглядел в разы круче, чем его японский собрат вплоть до 1991 года, потому что это была не ростовая силиконовая кукла, пуляющая нарисованными молниями, а настоящий трехглавый огнемет. Годзилла против монстра Зеро. Здесь японцев понесло. Появляются инопланетяне, монстр Зеро оказывается Гидорой, который кошмарит инопланетян на спутнике Юпитера. Земляне отправляют туда Годзиллу и Родана, инопланетяне обманывают землян, но земляне побеждают. Годзилла против морского монстра. Теперь Годзиллу натравливают на гигантскую креветку, а группа тинейджеров, что разбудила Годзиллу, спасает Мотра, и еще какие-то террористы взрывают остров. Дальше появляется сын Годзиллы, калька с фильма «Сын Конга», а также фильм «Уничтожить всех монстров». Это своеобразные мстители во вселенной Годзиллы, когда все кайдзю собираются вместе, мирно существуют на острове, а потом выступают против Гидоры. Кстати, этот остров с монстрами вдохновит потом Спилберга на создание своего парка юрского периода. Вышеупомянутые фильмы были еще ничего, но потом пошли провальные. «Атака всех монстров». Совершенно детский фильм, где монстры-мстители тусуют на своем острове, и все это в мечтах ребенка. Годзилла против Хидоры. Фильм «Пропаганда о защите экологии», где Хидора — это олицетворение загрязнения природы. Годзилла против Гайгана. Гайган — это огромный киборг, посланный пришельцами. Годзилла против Мегалона. Мегалон — это страшный монстр откуда-то взявшегося подземного народа. Люди сооружают робота Джет-Ягуара, и вместе с Годзиллой они наваливают Мегалону. Подземляне просят у пришельцев опять прислать им Гайгана, и ему тоже Годзилла наваливает.
Годзилла и Меха-Годзилла. Годзилла уже давно бро для людей, а тут он вдруг начинает мутузить своих. Оказалось, что это Меха-Годзилла, очередной киборг очередных пришельцев, выглядящий как Годзилла, с которым настоящая Годзилла в итоге разбирается. Террор Меха-Годзиллы. Меха-Годзиллу восстановили, и он возвращается с коллегой Титанозавром, полноценным динозавром. Стоит ли говорить, что Годзилла всех побеждает? Вообще не кратко. Просто это самая ценная и интересная эпоха. Дальше будет быстрее. Кстати, рев, который ты используешь, это один из самых узнаваемых звуков в мире. Но по сути это движение кожаной перчатки по струнам контрабаса с добавлением звуков других животных. Ну, чтобы ты знал. Heisei. Кинокомпания Toho перезапускает франшизу, Годзилла вновь становится злой, а фильмы более темными и мрачными. Не будем рассматривать каждый фильм по отдельности, просто пробежимся по всей эпохе. Эта эра связана с ядерной природой Годзиллы. Годзилла нацелен на ядерные объекты в стране. В Годзилле находили магнетизм, сбрасывали в вулкан, травили антиядерными бактериями, скрестили его клетки с розой и получили кайдзю Биоланте, новый оригин Гидоры, где он был 3 милыми зверюшками, супероружие X, которые всегда ломаются, американские шпионы, заговоры против Японии из будущего, телепатия, телепортация, Меха-Гидора, Меха-Годзилла, космическая Годзилла, Годзилла против Мотры, Годзилла против Разрушителя, Годзилла против того, чтобы про него продолжали снимать фильмы. Годзилла против Разрушителя должен был стать последним фильмом о Годзилле. Годзилла умирает, и на сцену выходит его сын, малыш Годзилла, Манила. И франшиза должна была брать большую паузу, но тут появляются американцы. В 1998 году студия Tristar Pictures покупает права на Годзиллу, и выходит та самая Годзилла, которую большинство из нас знает. Здесь Годзилла весьма небольшая и представляет собой лишь динозавра. Этим американцы вызывают дикое недовольство у японцев. Последние лишают американскую Годзиллу ее божественности, отнимая от имени этого существа God, оставляя лишь Зилла. А также отбирают права и вновь запускают Годзиллий конвейер. Эпоха Синсей. Не сенсей, а синсей. Годзилла 2000. Компания Toho продолжает снимать силиконовую куклу Годзиллу, практически во всем повторяя свои прошлые эпохи. В этом фильме Годзилла дерется с инопланетным кораблем-существом. Годзилла против Мегагируса. Это уже перезапуск в новой эре. Фильм забывает события всех Годзилл, кроме самой первой 1954 года. Враг Годзиллы — огромная стрекоза. Годзилла побеждает, а люди избавляются от Годзиллы с помощью небольшой черной дыры на Земле. Далее 3 фильма «Годзиллы. Монстры атакуют» и 2 фильма про Меха-Годзиллу. Является калькой прошлых фильмов студии из ранних эпох. И в 2004 году эра завершается просто шедевром под названием «Годзилла. Финальные войны». Ядерная смесь Годзиллы, Болливуда и еще какого-то безумия. Мне кажется, это нужно хотя бы один раз увидеть. Далее наступает эпоха рева, которая уходит уже полностью в анимацию. В 2014 году американцы взялись за Годзиллу во второй раз. Компания Legendary Pictures учла ошибки, недовольство японцев и вплела японскую и мировую мифологию, сделав из Годзиллы и других кайдзю своеобразных духов разрушения, которые устанавливают равновесие в мире. И вроде взяли самое лучшее из всех 28 фильмов о Годзилле компании Toho. Сделали очень качественный ремейк с крутой графикой, но вышло все равно средненько и неинтересно, как по мне. В 2020 году выйдет новый фильм-кроссовер «Годзилла против Кинг-Конга». Спустя 58 лет они снова встретятся, но уже в новой вселенной. Мы не знаем, какой получится фильм, но одно можно сказать наверняка. Это будет эпичная битва 2 самых титулованных титанов в истории кино. На этом все.